Тишину замерзшей Арктики внезапно разрывает звук, который ни одна мать не хочет услышать. Отчаянный крик о помощи, прорезающий ледяной ветер. В миле отсюда огромная белая медведица охотится на льду. Она оставила своего 3-месячного медвежонка в небольшом снежном укрытии, уверенная, что снег защитит его от холода и хищников. Но в этой ледяной пустыне она не единственный охотник. Измученный голодом арктический волк уже несколько часов идет по запаху медвежонка. Найдя укрытие, он бросается внутрь, вонзает зубы в заднюю лапу малыша и вытаскивает его на ледяной ветер. В этот момент медведица замирает. Между матерью и детенышем существует невидимая связь, и она только что оборвалась. Медведица срывается с места и мчится по льду с невероятной скоростью. Волк замечает ее и понимает, что не сможет победить. Он исчезает в снежной метели, но медвежонок уже тяжело ранен. Его белая шерсть окрашена кровью. Он пытается подняться, но раненая лапа не выдерживает, и из его горла вырывается тихий, жалобный стон. В суровой Арктике такая рана – почти смертный приговор. Запах крови быстро привлечет других хищников. Медведица понимает, оставаться здесь нельзя. Но ее малыш не может идти. Тогда она принимает отчаянное решение. Она осторожно берет медвежонка зубами за шкирку и начинает тянуть его по льду. Но направляется не в дикую тундру. Она идет к далекой метеостанции, которую когда-то видела. Это риск, но медведица надеется, что странные существа за металлическими стенами смогут помочь. Долгий путь становится тяжелым испытанием. За ними тянется кровавый след на белом снегу. Каждые несколько сотен метров медведица останавливается и согревает малыша своим дыханием. Наконец, сквозь снежную дымку появляются силуэты станции. Исследователь Марк смотрит в окно и замирает. Всего в нескольких десятках метров стоит огромная белая медведица. У ее лап лежит раненый медвежонок. Медведица смотрит прямо на людей через стекло, издает тихий жалобный звук и медленно отходит назад, оставляя малыша у двери. Это невероятный жест доверия. Внутри станции начинается спешка. Марк берет медицинский навор и одеяло. Дверь открывается, и он осторожно подходит к медвежонку. Ученые очищают глубокую рану, накладывают швы и перевязывают лапу. Каждый раз, когда малыш тихо скулит, медведица снаружи бьет лапой по стеклу, но исследователи продолжают работать. К утру медвежонок стабилен и спит под теплой лампой. Медведица все это время стоит возле станции, почти не двигаясь. 3 дня ученые лечат малыша, а медведицу подкармливают через специальный люк. На 4-й день медвежонок уже может осторожно стоять. Марк выносит его на снег. Малыш сразу чувствует запах матери и радостно пищит. Медведица подбегает, прижимается к нему мордой и начинает нежно облизывать. Затем она ложится на лед, позволяя медвежонку забраться к ней на спину. Она поднимается и начинает уходить к горизонту. Но через несколько метров медведица останавливается и оборачивается. Она смотрит на людей у станции, спокойно и внимательно, а затем исчезает вместе со своим детенышем в бескрайней белой пустыне.